Когда в то январское утро 2018 года Алексей Хаеву открыл глаза, он еще не знал, что этот день навсегда изменит его представление о природе. Алексей жил в поселке Солонцовый, крошечной точке на карте Хабаровского края, затерянной среди бескрайней сибирской тайги. Это место, где зима не просто время года, а испытание на прочность. Здесь столбик термометра часто опускается до минус 40 градусов, а ледяной ветер прошивает насквозь даже самую плотную одежду. В Солонцовом выживание не гарантировано. Его нужно заслуживать каждый божий день. Волков здесь больше, чем людей, а ближайшая больница находится в 3 часах езды по дорогам, которые каждую зиму превращаются в смертельные ловушки. В этих краях не звонят в службу спасения по пустякам. Ты либо справляешься сам, либо стихия забирает тебя. Алексей жил в тайге уже 32 года. Он знал каждый шорох, каждое движение веток. Его ближайшая соседка Елена жила в четверти мили, и это считалось рядом. Его распорядок дня был отточен десятилетиями. Подъем в 6:30, кофе, проверка радиосводки погоды, а затем тяжелые сапоги, подбитая мехом куртка и поход в дровяной сарай. Дрова были единственной преградой между ним и медленной смертью от холода. Но в 6:47 утра, когда его рука потянулась к дверной ручке, привычный мир Алексея рухнул. Дверь не открывалась. Алексей сначала подумал, что за ночь ее просто приморозило, обычное дело в этих краях. Но, надавив плечом, он почувствовал не сопротивление льда, а нечто иное. Это было тяжелое, живое давление. Что-то массивное с той стороны прижималось к двери, отвечая на его толчки глухим, утробным рычанием. Звук прошел сквозь дерево, заставив кровь в жилах Алексея заледенеть. За 3 десятилетия в тайге он встречал медведей, сталкивался с рысями и отгонял стаи волков. Но этот звук был другим. Это был голос существа, способного оборвать его жизнь в долю секунды. Алексей отпрянул от двери. Сердце колотилось в груди, как пойманная птица. Он осторожно прокрался к окну и, счистив иней со стекла, замер. Его колени подогнулись. Прямо на крыльце, прижавшись к двери, лежал взрослый амурский тигр. Огромная кошка весом под 200 килограммов не охотилась и не рыскала в поисках добычи. Она просто лежала, блокируя единственный выход из дома. Ее мощное тело вдавливалось в деревянные доски, словно она искала тепла или защиты. Алексей был заперт в собственном доме с самым опасным хищником планеты на пороге. Дрожащими руками Алексей схватил телефон. Он набрал номер Министерства природных ресурсов. Голос диспетчера на другом конце провода звучал скептически. «Мужчина, вы уверены, что это тигр? Амурские тигры никогда не подходят к человеческому жилью так близко. Они скрытны. Может быть, это большая собака?» «Я смотрю на нее прямо сейчас», — голос Алексея сорвался. «Она на моем крыльце. Я не могу выйти из дома. У нее лапы размером с мою голову». Тон диспетчера мгновенно изменился. «Не шумите. Не пытайтесь выйти. Мы направляем экстренную группу по разрешению конфликтов между человеком и дикими животными. Но, сэр, дороги занесены. Им потребуется минимум 4 часа, а может и все 6. 6 часов. 1 на 1 с хищником, которого отделяла от него лишь тонкая деревянная перегородка. Вскоре о происшествии узнала Елена. В таких поселках новости разлетаются мгновенно по общей линии связи. Она прибежала к дому Алексея через 20 минут, но, увидев зверя, побоялась подойти к крыльцу и наблюдала издалека через забор. С рассветом ситуация стала выглядеть еще более пугающей, но по другой причине. Когда взошло холодное январское солнце, Алексей и Елена смогли рассмотреть тигрицу сквозь окно. Она не была похожа на того величественного зверя с картинок. Ее некогда великолепная оранжевая шкура выглядела тусклой и свалявшейся. Ребра отчетливо проступали сквозь мех, свидетельствуя о крайней степени истощения. Но самым страшным было ее лицо. «Алексей, посмотри на ее пасть»,
прошептала Елена, стоявшая под окном с другой стороны дома. Там, где должны были быть мощные клыки, способные дробить кости лося, не было ничего. Передние зубы тигрицы полностью отсутствовали. Десны были воспалены, почернели и кровоточили. Вокруг глаз виднелись темные круги, признаки долгого, изнурительного страдания. «Она умирает от голода», — прошептал Алексей. «Вот почему она здесь. Она больше не может охотиться. Это было не нападение, это была сдача на милость победителя. Высший хищник, вершина пищевой цепочки, пришел к дверям своего единственного врага — человека, потому что идти больше было некуда». Но осознание этого делало ситуацию еще опаснее. Отчаявшаяся, умирающая тигрица, которой нечего терять, была непредсказуема. Время тянулось невыносимо медленно, 1 час сменялся другим. Только к полудню к дому Алексея пробилась группа специалистов из центра «Амурский тигр» во главе с Сергеем Арамилевым. Эксперты действовали с предельной осторожностью. В их руках были ружья с транквилизатором. 1 точный выстрел, и через несколько минут тигрица обмякла, погрузившись в глубокий сон. Только тогда команда смогла подойти к ней и провести первичный осмотр. «Ей около 10 лет», — тихо сказал Сергей, осматривая то, что осталось от зубов животного. Запущенная болезнь десен, полная потеря зубов. Она, вероятно, не ела ничего существенного уже несколько месяцев. Как она вообще передвигалась? Загадка. Тигрицу осторожно погрузили в транспортный бокс. Любое неосторожное движение, любая травма при перевозке могли стать для нее фатальными. Ее сердце работало на пределе. В реабилитационном центре в селе Алексеевка ветеринарная команда уже ждала пациентку. Главный ветеринар Виктор Кузьменко провел тщательное обследование. Он искал следы пуль, капканов или человеческой жестокости, но не нашел ничего. Это не было делом рук браконьеров. Это была природа, проявившая жестокость в ее самой медленной и мучительной форме. «Она крайне истощена», — объявил Виктор коллега. «Ни грамма жира, сильное обезвоживание. Внутренние органы начинают отказывать, шансы на выживание крайне малы». Перед врачами встала дилемма. Чтобы спасти тигрицу, требовалось агрессивное лечение, чистка десен, удаление омертвевших тканей, капельницы. Но для этого нужен глубокий наркоз, а истощенное сердце зверя могло просто не выдержать анестезии. «Если мы введем ее в наркоз, она может не проснуться», — объяснял Кузьменко. «Но без него мы не сможем даже поставить капельницу. Она разорвет любого, кто подойдет даже в таком состоянии. Инстинкты сильнее боли». Сергей Арамилев принял решение вводить седативные препараты только в минимальных дозах и только когда это абсолютно необходимо. Основную ставку сделали на мягкую пищу с антибиотиками и волю к жизни самого животного. Через 3 дня Елена приехала в центр, чтобы узнать новости для Алексея. Она стояла перед вольером, глядя сквозь защитное стекло. Тигрица, которую волонтеры назвали «Тигрица-408», пыталась встать. Сделав пару шагов, она рухнула, тяжело дыша, но затем снова заставила себя подняться. «Почему она не отдыхает?» — спросила Елена. «Потому что отдых для дикого зверя означает сдачу», — ответил смотритель. «Тигры не умеют сдаваться. Они борются, пока в легких есть хоть глоток воздуха». На 5-й день произошло чудо. Тигрица проявила интерес к еде. Специалисты подготовили фарш из парного мяса, смешанный с лекарствами. Она медленно подошла к миске, обнюхала ее и начала есть. «Она ест!» — закричал кто-то из волонтеров. Весь персонал сбежался к мониторам видеонаблюдения. Это был первый раз за долгое время, когда она получила питательные вещества. Казалось, смерть отступила. Сергей даже позволил себе улыбку. Может быть, она все-таки выкарабкается? Но радость была недолгой. В ночь на 9 февраля 2018 года состояние тигрицы резко ухудшилось. Утром команда нашла ее лежащей на боку.
Ее грудная клетка едва двигалась. Мясо, оставленное с вечера, осталось нетронутым. Виктор Кузьменко вошел в вольер после легкой седации. Он посмотрел на показатели и покачал головой. «Она отпустила», — тихо сказал он. «Нет, мы еще можем попробовать стимуляторы», — возразил Сергей. «Ее тело отключается, Сергей. Она боролась столько, сколько могла». В тот вечер Алексей сидел в своем доме, глядя на то самое крыльцо. Когда Елена позвонила и сказала, что тигрица вряд ли переживет ночь, старый таежник долго молчал. «Передай им», — наконец произнес он, — «передай им, что она очень старалась». 10 февраля 2018 года в 6:42 утра тигрица 408 перестала дышать. Она ушла тихо, в тепле, окруженная людьми, которые искренне хотели ей помочь. Помощь пришла слишком поздно, но она пришла. Казалось бы, на этом история должна закончиться как трагедия, но то, что выяснилось позже, заставило все научное сообщество содрогнуться от удивления. После смерти тигрицы было проведено вскрытие и анализ данных. Изучив состояние ее лап и сопоставив данные с камер наблюдения в лесах, ученые восстановили ее путь. Оказалось, что в своем критическом состоянии тигрица прошла более 40 километров по глубокому снегу. Она прошла мимо нескольких пустых охотничьих избушек. Она миновала заброшенные сараи и склады. Она намеренно искала обитаемое жилье. Доктор Арамилев опубликовал отчет, который перевернул представление о поведении амурских тигров. Генетически заложенный страх перед человеком – самый сильный инстинкт этих кошек. Но эта тигрица сознательно подавила его. Она шла к людям не для того, чтобы напасть, а потому что каким-то невероятным образом знала, только здесь есть шанс на спасение. Спустя 3 месяца Алексей получил письмо из центра. В нем была фотография тигрицы, одна из последних, где она спокойно лежит в вольере. К письму была приложена небольшая памятная табличка с гравировкой. «В память о тигрице 408. Она научила нас тому, что выживание – это не только сила. Это умение довериться, когда надежды не осталось». Сергей Арамилев в письме пояснил, благодаря тому, что Алексей не проявил агрессии, не схватился за ружье и вызвал специалистов, ученые получили бесценный опыт. Теперь в программу подготовки инспекторов включены пункты о распознавании просящего поведения у больных животных. За следующий год таким образом удалось спасти 3 тигров с начальными стадиями заболеваний, которые также вышли к людям. Но был и еще один – почти мистический финал. Исследователи ДНК обнаружили, что тигрица 408 была прямым потомком одной из тех немногих 400 особей, которые выжили в 1940-х годах, когда вид находился на грани полного исчезновения. Ее генетическая линия была уникальной и критически важной. Благодаря образцам, взятым в центре во время ее лечения, ученые смогли использовать ее генетический материал для программы искусственного воспроизводства. Через 2 года в неволе родились 4 тигренка, несущие ее гены. Кровь той самой тигрицы, что лежала на крыльце у Алексея, продолжает течь в жилах новых поколений королей тайги. Алексей Хайву по-прежнему живет в том же доме в Солонцовом. Каждый год, 28 января, в годовщину того морозного утра, он выходит на крыльцо и оставляет там несколько цветов или просто горсть кедровых орехов. Дань уважения лесу. «Она могла умереть одна в чаще», — сказал он однажды журналисту. «Могла спрятаться в буреломе, как делают все дикие звери. Но она прошла 40 километров, чтобы постучаться в мою дверь. Это не слабость. Это самая большая смелость, которую я видел в своей жизни». Тигрица 408 не вернулась в лес, но она изменила людей. Она показала, что даже самые свирепые существа на планете способны на доверие. И, возможно, именно за этим доверием она и пришла в то ледяное январское утро. Ее история стала легендой. Историей о том, как на грани смерти великий хищник и обычный человек смогли понять друг друга без слов.
через закрытую дверь посреди бескрайней и холодной тайги.